Украинские войска выходят из Авдеевки, акции памяти Навальному превращаются в акции протеста, а протесты на границе усиливаются. Обо всем этом расскажу подробнее в эфире «Нехта». Самые важные и интересные новости. Силы обороны Украины выходят из Авдеевки. Что это означает? Мы бережемо наших людей, наших воїнів, тому що це і є захист. Рассказ заключенного исправительной колонии номер 3, в которой сидел Навальный, что происходило накануне. Началось все с того, что вечерняя поверка у нас, она обычно проходит с 20:00 до 20:30, была сильно ускорена. Очереди на границе, а теперь не пропускают и военную, и гуманитарную помощь. Група невстановлених осіб, я не скажу, що це трактористи, тому що були в стані алкогольного сп'яніння, кинулись на машину, почали відкривати все. Спасибо, что смотрите, спасибо за доверие, не забывайте ставить лайки, не забывайте оставлять комментарии и не забывайте подписываться на наши каналы, это правда очень важно. Поехали. Украинские войска выходят из Авдеевки. Информацию подтвердил главнокомандующий Вооруженных сил Украины в своем Facebook. Авдеевку мы все равно вернем, говорит Сырский. По состоянию на 16 часов пятницы в городе пылал коксохимический завод от попаданий россиян, а командующий силами обороны на том направлении говорил, что ситуация сложная, но контролируемая. Исходя из оперативной обстановки, которая сложилась вокруг Авдеевки во избежание окружения и сохранения жизни и здоровья военнослужащих, принял решение о выводе наших подразделений из города и переходе к обороне на более выгодных рубежах. Российские медиа и блогеры пишут о хаотичном массовом бегстве украинских сил обороны из Авдеевки. Но, к примеру, Институт изучения войны такой картины не наблюдает. Но видит наоборот планомерное продвижение россиян и планомерное отступление сил обороны Украины. Теперь командующий направлением обороны говорит, что это было логично, и объясняет почему. В ситуации, когда враг наступает по трупам своих же солдат с преимуществом снарядов 10:1 под постоянными бомбардировками, это единственное правильное решение. Окружение не допущено, личный состав выведен. Наши воины заняли оборону на определенных рубежах. Но буквально накануне в почти окруженный город были заведены дополнительные силы, в частности, 3-я штурмовая бригада. И заявления звучали о том, что Авдеевку сдавать не собирается никто. Поэтому эта операция готовилась заранее. 3-я штурмовая, которая зашла, это уже было, многим понятно, мне, например, точно было понятно, что они заходят не для того, чтобы отбить наступление врага, потому что, для этого надо было заводить гораздо больше туда сил, и смысл не совсем понятен, зачем это было делать, заводить в полуокруженный город дополнительные силы, то есть подвергать их опасности. Было понятно, что 3-я заходит для того, чтобы обеспечить отход тех бригад, которые там остались, и чтобы они отошли, с минимальными потерями. По сути, так и произошло. Для многих это достаточно ожидаемые были действия, особенно когда зашли дополнительные штурмовые группы, которые были как арьергард, они должны были обеспечить отход. Более удобные позиции, я думаю, что войска должны будут отведены как минимум на 15-20 километров от Авдеевки на запад, потому что, если Авдеевка господствующая высота, то понятно, что вокруг нее не господствующие высоты, а низины. Занимать оборону в низине, естественно, никто не будет, а следующие пагорбы, более-менее какие-то высоты, это за 15-20 километров. Вывод войск из Авдеевки было правильным решением. Об этом говорит президент Украины на Мюнхенской конференции по безопасности. Для нас це найголовніше завдання. Ми бережемо наших людей, наших воїнів, тому що це і є захист. А зброя будь-яка, ми вдячні всім нашим партнерам, але будь-яка зброя, зрозуміло, вона допомагає відновлювати справедливість і мир на території України. Але передусім всі знають, що людина тримається, військовий тримається. Військовий звільняє території, захищає домівки, захищає людей, сім'ї. І тому рішення правильне, щоб не попасти в оточення, прийнято рішення відійти на інші рубежі. Це не значить, що це люди вийшли на якісь кілометри і Росія щось захопила. Вона нічого не захопила. Ми повинні з вами зрозуміти, Росія за 2 роки війни намагалась на Сході щось зробити. І що таке щось? Вони просто зруйнували кілька маленьких селищ, містечок, але
найбільше, що вони зруйнували, це наше життя. Воздушные силы Украины с утра субботы рапортовали о том, что сбили 3 российских самолета на восточном направлении. 2 Су-34 и 1 Су-35. А в украинском Минобороны рапортуют о запуске проекта «Коалиция дронов». Это веха на пути к достижению технологического превосходства над нашим врагом. Серийное производство и поставки БПЛА значительно расширяют возможности вооруженных сил Украины. В коалицию, кроме Латвии и Великобритании, добавились Швеция, Дания, Германия, Литва, Эстония и Нидерланды. У кого будет теперь немного хуже с дронами, так это в РФ. Пожар в российском Ижевске. Там горел торгово-развлекательный центр, который не так давно переоборудовали для производства беспилотников. Горел всю ночь, огонь распространился на площади в 3500 квадратов, но вроде, говорят, потушили. Польские протестующие на границе с Украиной не пропускают гуманитарные и военные грузы, даже со всеми необходимыми документами. С корректным ID протестующие блокировали проезд для грузовиков с машинами для ВСУ. Подвернули машину з гуманітаркою по ID-коду, везе машини військові. Я був свідком цієї ситуації, мене звати Хомяк Олег Григорович. Ми йшли разом, я йшов позаду цієї машини, яка везе гуманітарний конвой. Людина везе дійсно машини на ЗСУ. Ми приїхали на кордон, відстояли, поліція нас завела. Група невстановлених осіб, я не скажу, що це трактористи, тому що були состояння алкогольного сп'яніння, кинулись на машину, начали відкривати все. В очередях сейчас стоят более 3000 грузовиков, и очередь растет. Протестующие обещают еще уменьшить пропускную способность и заблокировать следом автомобильные и ЖД направления. В очередях по ту сторону границы в направлении нашего государства в совокупности по этим 6 направлениям находится где-то 3300 грузовых автомобилей. Со стороны Украины тоже собирается очередь из-за ответной акции. Но пограничники объясняют, что водители не обязаны стоять на границе. Из-за системы Е-очередь они могут быть в более комфортных условиях, а администраторы их уведомят о возможности пересечь границу. Люди продолжают нести цветы к стене скорби в Москве в память об Алексее Навальном. Там же продолжаются задержания. Полиция пыталась оттеснить людей от монумента. Участники акции кричали «позор», но полицию это не останавливает, естественно. И вроде как даже отдаются приказы задерживать всех, кто скандирует хоть что-то. Накануне ночью неизвестные разрушили мемориалы Алексею Навальному, которые люди устанавливали по всей России. Полиция задерживает даже журналистов, которые снимают людей, которые забирают цветы с мемориалов. Как, например, случилось вот с журналисткой Русньюз. О, пошло-поехало. Конкретный человек забирает все цветы и уносит. Сразу вот так вот. Что ты снимаешь? Что? Я журналист, имею право. Ты за Навального, да, топишь? А что ты за него топишь-то? Скажи мне, пожалуйста. Имею Мы право. сюда пришли. Имеешь право на что? Имею право сюда прийти и здесь На снимать. что Здесь ты имеешь публичное, право? Скажи, пожалуйста. Ты публичное что, пространство. Полиция задержала молодых людей. Якобы была драка. Драки никакой, по крайней мере, я не видела. Проверяют паспорта. А тем временем пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш подтвердила смерть оппозиционера.
Алексей Навальный убит. Его смерть наступила 16 февраля в 14 часов 17 минут по местному времени, как написано в официальном уведомлении, выданном матери Алексея. Сегодня ночью в Салехард вылетел адвокат и мать Алексея, чтобы получить официальное подтверждение о смерти. Они приехали к колонии в 11 утра по местному времени. Их попросили подождать час. Они прождали 2, после чего к ним вышел сотрудник колонии и заявил, что тело Алексея Навального находится в Салехарде. Его забрали следователи СК. Сейчас они проводят с ним исследования. После этого матери была вручена телеграмма, адресованная ей, где сообщалось о смерти Алексея. Мы продолжаем ждать официального заключения о смерти и выдачи тела. И мы требуем, чтобы тело Алексея Навального было выдано его семье немедленно. «Новая газета» публикует рассказ заключенного исправительной колонии, в которой держали Навального. Он говорит, что переполох начался еще накануне вечером. Началось все с того, что вечерняя поверка у нас, она обычно проходит с 20:00 до 20:30, была сильно ускорена. Такое часто бывает в канун праздников, когда вертухаи за стол торопятся. Но вчера никакого праздника не было. Затем нас заперли по баракам, предупредили, чтобы не было никаких движений между бараками и усилили охрану. Так что на улицу и нос было не высунуть. Было слышно, как на территорию зоны поздним вечером и ночью 3 раза заезжали какие-то машины. Но какие именно, в окошко не разглядишь. По словам заключенного, утро началось с тотальных обысков. Что именно происходило, установить вряд ли удастся. Но узнаем ли мы, что было на самом деле и как именно умер Алексей Навальный, тем более вряд ли. Практически все европейские лидеры, комментируя гибель Навального, подчеркивали одновременно, что это означает и необходимость усиления поддержки Украины в ее борьбе против путинизма. Так что я думаю, что это просто смерть Навального, она просто свидетельствует еще раз о том, что никакого компромисса с путинизмом не может быть. И как бы долго борьба с ним не велась, но должна она закончиться тем, что Путин должен, так сказать, как Муссолини, висеть вниз головой в результате всей своей политики, и внешней, и внутренней. Это важно. Это важно, потому что ведь важно не просто принять сегодня какие-то меры, может быть, звонкие, но малорезультативные, а важно на долгой дистанции поддерживать такое положение, при котором глобальный альянс поддержки Украины и одновременно это глобальный альянс неприемлемости путинизма, чтобы он сохранял и солидарность внутри себя, и разворачивал дальше свои структуры борьбы с путинизмом. Спасибо, что смотрите, спасибо за доверие. Жду ваших комментариев, лайков и репостов. Как обычно, важна любая ваша реакция для того, чтобы YouTube показывал это видео большему количеству людей. Это важно для того, чтобы нас с вами становилось больше. На этом все. До встречи и хороших вам новостей.